Привет из Стамбула! Я прилетела в один из самых красивых и самых интересных городов на планете. Предлагаю вам погулять по нему вместе со мной. Я дам вам полезные советы, покажу отель, в котором остановилась, и, конечно, красивые места. Перенесу вас в атмосферу прекрасного Стамбула. Ставьте лайк этому видео и погнали! Я уже не раз бывала в Стамбуле, но еще никогда не приезжала сюда зимой. Мне любопытно, хорошо ли здесь в декабре. Я прилетела в Стамбул из солнечной Анталии. Мой самолет приземлился в аэропорту имени Сабихи Gökçen. Обычно я заранее заказываю трансфер из аэропорта. В этот раз я поступила иначе. Еще совсем недавно из аэропорта в центр Стамбула можно было доехать на трансфере, на такси или на автобусе. А сейчас появилась возможность поехать на метро. Мне хочется посмотреть, какое тут метро, поэтому я выбрала этот вариант. Найти путь помогут указатели. На улицу выходить не нужно. Всего несколько минут, и вы уже на станции метрополитена. Don't take Istanbul. Please wait. Your request is in process. Graded successfully loaded. На входе в метро стоят автоматы, в которых можно купить Istanbul Card. Это проездной, который действует на все виды общественного транспорта, в том числе и на паромы. Паромы тоже в Стамбуле считаются общественным транспортом. У меня такая карточка есть, поэтому мне ее нужно просто пополнить. Но знаете, что если вы приехали в первый раз, то вам нужно обязательно купить эту карту. Сделать это можно прямо вот в автомате на входе в метро. Оказалось, что до центра Стамбула можно добраться всего за час. Если вы предпочитаете общественный транспорт, то берите этот вариант на заметку. Автобусы из аэропорта стоят дороже, а из-за пробок могут ехать на 30-40 минут дольше. Gelecek istasyon Ünalan. Metrobüs hattına geçmek için bu istasyonda aktarma yapabilirsiniz. Next station Ünalan. Вот я и добралась до центра Стамбула. Обратите внимание, сколько тут людей. Зима, за исключением новогодних праздников, всегда была для Стамбула не сезоном. Но в этом году все иначе. Туристы соскучились по путешествиям и не упускают ни единого шанса побывать в самых красивых городах планеты. Сейчас в Стамбуле невероятно много туристов, и главный показатель — это очередь в Айя Софию. Посмотрите, она начинается вот там, за моей спиной у ворот, идет вот так вот кругом. Толь, я не знаю, сколько тут человек, 200, 300 вообще. И вот она еще заворачивает просто сюда. Очень много людей. Такого я еще не видела. В прошлый раз я была в Стамбуле в пандемию, здесь не было никого, можно было свободно заходить. А сейчас вот так. Чтобы стоять в очереди было не скучно, туристы жуют симиты, турецкие бублики и жареную кукурузу. Ну а я пойду дальше. Не переживайте, в Айя Софию мы с вами еще вернемся. Это улица Истикляль, одно из самых оживленных мест в Стамбуле. Даже рано утром здесь полно туристов. На Истикляль расположены лучшие магазины, кафе и рестораны.
А еще по улице курсирует знаменитый ретро-трамвай. Любой желающий может прокатиться на нем, потому что он считается общественным транспортом. Но многие предпочитают ездить зайцами. Водители и полиция не против, лишь бы держались крепко. Жизнь в Стамбуле кипит с раннего утра до глубокой ночи. И даже дождь не помеха для туристов и местных жителей. В разгар дня к достопримечательностям выстраиваются очереди, поэтому лучше осматривать их с утра. Например, на Галатскую башню стоит забраться сразу после открытия касс. Конечно, если небо над городом не слишком хмурое, иначе туман спрячет от вас красоту Стамбула. Зимой Стамбул не впадает в спячку. Даже на Босфоре очень оживленно. На месте и рыбаки, и прогулочные кораблики. Серость может испортить впечатление от многих городов, но точно не от Стамбула. Ему прощаешь все – и дождь, и ветер, и свинцовые тучи. В Стамбуле я поселилась в отеле, который находится всего в 1 минуте ходьбы от улицы Истикляль. Это очень удобно для осмотра достопримечательностей. Отель West East оказался современным и комфортным, поэтому я вам его покажу. А сейчас я вам покажу номер в отеле, в который я заселилась. Отель называется West East, он находится рядом с улицей Истикляль. Именно за это я его и выбрала, ну еще за то, что он современный и здесь достаточно просторные для центра Стамбула номера. Посмотрите, какая здесь большая кровать. Новенькое постельное белье, видно, что вообще в отеле все новое, очень чистое, это приятно, потому что в центре Стамбула очень часто встречаются такие отели, которые уже старенькие, пошарпанные, этот отель просто кардинально от них отличается. Здесь просторный шкаф, 2 отделения, зеркало во весь рост, тут вешалки, полка, бесплатный сейф. Еще одно отделение, и вот тут мини-бар. В мини-баре бесплатная только вода, остальное за деньги. Напротив кровати большой телевизор, еще тут есть чайник и бесплатный набор чая и кофе. И тут же ванная комната, и для отелей Стамбула она тоже очень просторная, чистая. Смотрите, какая стильная, все в черно-белом цвете, мне очень нравится. Здесь хороший фен, и мне понравился набор гигиенических принадлежностей, шампунь, гель для душа и даже бальзам для волос. Вот там есть. Еще есть набор для бритья, для чистки зубов и разные мелочи. В номере есть французский балкончик и зона отдыха, такой вот здесь диван. Можно смотреть телевизор. По-моему, номер классный. Поделитесь в комментариях своими впечатлениями, понравился он вам или нет. Если понравился, то в описании под видео я оставила для вас ссылочку, по которой его можно забронировать. Пользуйтесь! Отмечу, что в отеле отличная шумоизоляция. Несмотря на близость к самой оживленной улице Стамбула, в номере не было слышно постороннего шума. А еще тут шустрый Wi-Fi. В отеле West East есть собственный хамам и сауна. Если на улице непогода, можно провести вечер здесь. Я забронировала проживание с завтраками. По утрам в ресторане при отеле предлагают классический турецкий завтрак. Готовят вкусно. Сейчас я покажу вам свое любимое место в Стамбуле. Это роскошная мечеть Сулеймания, одна из самых красивых и значимых во всей Турции. Здесь нет очередей на вход, хотя многие туристы стараются ее посетить.
Вы можете знать об этой мечети по турецкому сериалу «Великолепный век», ведь именно она символизирует любовь султана Сулеймана и Хюррем. Мечеть Сулеймание построил самый известный и талантливый архитектор Османской империи Мимар Синан. Глядя на свое творение, он сказал: «Эта мечеть будет стоять вечно». Прошли столетия, а его детище все так же прекрасно. Во дворе находится усыпальница, отделанная мрамором и алмазами. Султан Сулейман, Хюррем и их дочь Мехримах, а также другие члены династии Османов навеки обрели здесь покой. В Сулеймание есть смотровая площадка, с которой открывается вид на Стамбул и Босфор. Я очень люблю это место и советую вам тут побывать. Все объекты на территории Сулеймание можно посетить бесплатно. Если зимний Стамбул покажется вам слишком серым, отправляйтесь гулять по базарам. Яркие, шумные, колоритные, они развеют любую хандру. Самый известный рынок Стамбула – Гранд-базар. Принято считать, что цены на сувениры тут завышены, но если вы освоите искусство торговаться, вам так не покажется. Здесь можно найти антиквариат, необычные украшения, товары ручной работы и роскошные восточные сувениры, а также чай, пряности, книги, одежду, чайные сервизы и много чего еще. Еще один интересный базар в Стамбуле – египетский рынок, который также называют рынком специй. Здесь самый большой выбор чая, душистых пряностей и восточных сладостей. Интересно, что здесь закупаются даже местные жители. Они любят брать сладости на египетском базаре, потому что товары тут не залеживаются. Какой город Россия? Петербург. Очень красиво. Белый ночь город. Пожалуйста. Это двойной фисташ курма, сушеный фруктовый мак. Вот это сушеный яблочный. Там добавлено сахар нету. С египетского базара всегда уходишь сытым и довольным. В каждой лавке тебя хотят угостить лукумом или напоить чаем. И, конечно, уговорить что-то купить. Ну и как тут устоять? Во время прошлой поездки в Стамбул я показала вам все основные достопримечательности. Я осматривала их с экскурсией, чтобы погрузиться в историю. В описании под видео оставлю вам ссылку и на мое видео, и на тот самый тур. А сейчас я плыву на пароме в Ускюдар. Здесь мне нужно пересесть на автобус 15С. Он доставит меня к подножию холма Чимлыджа, на котором стоит одноименная мечеть. О ней пока мало информации в интернете, но поверьте, это ненадолго. Мечеть Чимлыджа является самой большой не только в Стамбуле, но и во всей Турции. В ней могут одновременно молиться 63 тысячи человек. Ее внутреннее пространство огромно и прекрасно. Идеальная акустика, ковер ручной работы на полу, искусные витражи и росписи. Она завораживает каждого, кто в нее входит. Недаром на ее строительство ушло более 100 миллионов долларов.
Мечеть украшает 6 минаретов и 70 куполов. Кроме зала для молитв, здесь построили библиотеку и конференц-зал, открыли картинную галерею и музей исламской культуры. Мечеть Чымлыджа часто называют мечетью Эрдогана. Ее возвели по инициативе президента Турции, который контролировал и поддерживал ход строительства. Тем самым он увековечил свое имя. Чымлыджа окружена садом, а со смотровой площадки открывается вид на Стамбул. Правда, в плохую погоду я увидела только туман. Но все равно не расстроилась, ведь сама мечеть однозначно стоит того, чтобы поехать к ней специально. Стамбул – город еды. Это целая культура. И даже самая неприметная закусочная, в которой подают лишь одно блюдо, может оказаться знаменитой, а ее названия будут по секрету передавать из уст в уста. Вот одна из них. Этот повар прославился своей скоростью и харизмой. Он готовит очень простое турецкое блюдо – чи кёфте дürüm – острую шаурму из булгура. К нему всегда стоит очередь. Oğlum sen var ya 10 numara adamsın. Senin ekmeğin de yenilir, suyun da içilirsin. Hadi oğlum gel. 1, 2, 3, 4, al da senin 5. Getir o torbayı ver. Oğlum ha! Şişko oğlum. Arkadaş. Lan şurada tamam devam et hadi. Зимой в Турции очень популярен напиток, который называется салип. Он делается на основе молока с пряностями, пахнет очень вкусно, корицей и очень согревает. Обязательно попробуйте его, если приедете в Стамбул зимой. На моем канале есть целый выпуск, посвященный уличной еде Стамбула. В описании под этим видео вы найдете много полезной информации, в том числе и ссылку на этот ролик. Не так давно в Стамбуле появилось необычное место. Это Галата-Порт. Раньше здесь была лишь пристань для круизных лайнеров, а сегодня Галата-Порт объединяет прогулочную набережную, десятки магазинов, ресторанов и кафе. Это пространство полюбили все, потому что оно находится в сердце Стамбула и организовано с умом. Кстати, Галата-Порт – это единственное место в центре города, где я почувствовала новогоднюю атмосферу. Далеко не все районы Стамбула украшены к празднику. Впрочем, Стамбулу эти украшения и не нужны. Зимой он пахнет каштанами и корицей, а ярких красок ему добавляют бесконечные восточные лавки и шумные базары. И даже дождь не испортит магию Стамбула. Чем хороша плохая погода? Тем, что ее многие боятся. Из-за вечернего дождя я легко попала в мечеть Айя София без очереди и сполна насладилась ее величием. Берите на заметку мой совет и не теряйте время днем. Лучше побывайте в мечети после заката, когда многие туристы уже разошлись по отелям и ресторанам.
От души советую вам погулять по вечернему Стамбулу. В это время город особенно красив. Он по-прежнему шумный и очень атмосферный. Я не сомневалась, что мне понравится зимний Стамбул. Погода оказалась неплохой. Иногда шел дождь, но чаще всего небо просто было хмурым. Легкой куртки оказалось достаточно. А если становилось прохладно, меня выручал согревающий турецкий чай и душистый салип. Да, я рассчитывала с комфортом погулять по достопримечательностям и не ожидала такого наплыва туристов. Я не сходила во дворец Топкапы, не побывала в Долмабахче и не поднялась на Галатскую башню, но легко меняла свои планы и отлично провела время. Надеюсь, что и вы провели его хорошо, пока смотрели мое видео. Ставьте лайк, если мне удалось передать атмосферу Стамбула. Надеюсь, вы полюбили этот город и оценили его колорит. Ну а мне пора ехать в аэропорт и возвращаться в теплую Анталию. Каждый раз, когда я прилетаю в Стамбул, меня выручает Istanbul Elite Transfer. Чтобы добраться из аэропорта или в аэропорт, перемещаться по Стамбулу очень комфортно. Рекомендую. Еще раз напомню, что в описании под видео вы найдете много полезной информации. Ссылки, названия, полезные советы – все то, о чем я говорила в ролике. Делитесь в комментариях своими впечатлениями от этого выпуска. Понравился ли вам Стамбул? Захотелось ли вам полететь в Турцию? До встречи в следующих видео!